Здравствуйте! В этом выпуске поделюсь своим рецептом популярной начинки для торта на заказ. Это многослойный торт с разными прослойками. Составляющие начинки – это кокосовые коржи, нежный ванильный сливочный крем, яблочный конфитюр с корицей и мягкая карамель. Кстати, если вы заметили, разрез выглядит очень аппетитно. Рецепт и вся нужная информация есть также в описании под видео. Приготовим кокосовые коржи. Нам понадобятся вот такие ингредиенты. Соединяем белки со щепоткой соли в чаше для взбивания. И взбиваем в очень пышную пену. Белки лучше брать комнатной температуры. После этого добавляем половину сахара и продолжаем взбивать еще несколько минут. Добавляем оставшийся сахар и также продолжаем взбивать несколько минут до острых пиков плотную меренгу. После этого добавляем кокосовую стружку и крахмал. Тщательно вымешиваем лопаткой, так чтобы все ингредиенты соединились между собой. У нас должно получиться вот такое легкое кокосовое тесто. Выкладываем тесто в форму, застеленную пергаментом. Кокосовые коржи получаются очень нежными. Если есть возможность, то выпекайте вот эту порцию сразу в двух формах, чтобы потом не разрезать корж. Выкладываем тесто в форму, слегка вдавливаем и выравниваем поверхность. Ставим в разогретую духовку и выпекаем 150 градусов 30 минут. Готовые коржи оставляем остудиться в помещении. Приготовим очень вкусный крем. Нам понадобятся вот такие ингредиенты. Соединим желтки, щепотку соли и сахар. Взбиваем желтки до посветления и до легкой пышности. Потом добавляем сюда масло комнатной температуры и смешаем миксером. Теперь ставим желтковую массу на паровую баню. В кастрюлю набираем 1/3 воды. Кастрюля должна быть немного больше, чем миска с желтковой массой. Большая часть миски должна находиться в кастрюле. Тогда паровая баня будет эффективной, и мы приготовим все, что нам нужно. Ставим это все вместе на большой огонь. После того, как вода закипит в кастрюле, увариваем желтковую массу 30 минут, время от времени помешивая. На протяжении уваривания масса будет становиться гуще. За 30 минут масса хорошо загустеет, желтки будут обработаны высокой температурой и будут безопасны. По истечении времени снимаем желтковую массу с огня и оставляем в помещении остудиться до комнатной температуры. Если вдруг у вас образуются при уваривании комки, то можно пройтись ручным блендером. После этого взбиваем масло комнатной температуры до пышности и посветления. К маслу добавляем желтковую массу, всю полностью, и щепотку ванилина. Теперь хорошенько взбиваем миксером до полного соединения на протяжении нескольких минут. После этого добавляем откидную сметану и вымешиваем все это лопаткой. Теперь дадим крему немного стабилизироваться, уберем в холодильник на полчаса. За это время приготовим мягкую карамель для прослойки. Для этого нам нужны вот такие ингредиенты. Соединим в сотейнике с толстым дном сахар и воду. Смешаем немного на протяжении минутки, чтобы сахар более-менее растворился. Ставим на большой огонь и теперь уже ничего не трогаем. Сироп должен увариваться до 190 градусов. Если у вас нету градусника, температуру можно определить по цвету. Сироп должен
увариться до такого темно-янтарного цвета. Как только сироп начнет желтеть, можно огонь немного уменьшить. Вот приблизительно так выглядит уже нам нужная температура. Карамель уже не кипит, а так как бы томится. Это значит, что пора снимать. Снимаем с огня и быстренько соединяем другую порцию воды с щепоткой соли, ставим в микроволновку на 30 секунд, нагреваем до горячего состояния. Выливаем горячую воду к готовой карамели и быстренько перемешиваем. Глушим температуру водой сначала. И теперь добавляем теплые сливки. Хорошенько вымешиваем. В самом конце добавляем масло. Также смешиваем ложкой до полного растворения. Теперь это уже готовая мягкая карамель. Оставляем ее в помещении, либо в холодильнике, чтобы она остудилась до комнатной температуры. Приготовим яблочный конфитюр. Нам нужны вот такие ингредиенты. Замачиваем желатин водой и оставляем набухать. Берем очищенные яблоки, желательно кислый сорт, либо кисло-сладкий. Добавляем в воду, либо яблочный сок и делаем пюре с помощью блендера. Выливаем пюре в сотейник с толстым дном. Добавляем немножко сахара. Если яблоки сладкие, то сахар не нужен. Немножко перемешаем и ставим на средний огонь. Как только пюре немножко нагреется и станет теплым, добавляем сюда набухший желатин и корицу. Смешиваем аккуратно лопаткой, чтобы желатин растворился. И теперь нагреваем яблоки до горячего состояния. Доводить до кипения нежелательно, потому что яблоки могут поменять свой цвет. Снимаем с огня и оставляем в помещении. Теперь можем приступать к сборке торта. Вытаскиваем кокосовые коржи из форм и разрезаем каждый корж пополам. Кокосовые коржи очень нежные. Ранее я говорила, что лучше испечь одну порцию в двух формах, чтобы потом не разрезать. Ставим первый корж на рабочий поднос и делаем дамбу из крема. В середину заливаем половину яблочного конфитюра. Немножко разравниваем лопаткой и убираем в холодильник на 30 минут. Делаем таких две заготовки. После того, как конфитюр застынет, сверху выкладываем еще один кокосовый корж. Так проделываем с двумя заготовками. На кокосовый корж выкладываем порцию крема. Потом снова кокосовый корж. Оборачиваем ацетатной пленкой и усаживаем торт в кольцо. Делаем дамбу из крема. В середину выкладываем мягкую карамель. Сверху опять корж. Выкладываем слой крема. Попускаем немного кольцо, для того, чтобы было удобней укласть сюда вторую заготовку с яблочным конфитюром. И отправляем торт в холодильник для пропитки. Высота торта получается 12 сантиметров, диаметр 18, вес торта без покрытия 1 килограмм 800 граммов. Сам торт получается легким и очень нежным. Все ингредиенты хорошо сочетаются вместе. Торт имеет ярко выраженный кокосовый, ванильный, карамельный вкус. Надеюсь, что у вас уже потекли слюнки, и вы с удовольствием будете готовить этот рецепт. А еще больше надеюсь, что он вам понравится. Всем говорю до свидания, до следующего выпуска.